Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу очень стильную всесезонную модель сумочки. Сумочки на круглых ручках одни из самых модных в любой сезон. Я выбрала очень насыщенную зеленую пряжу и коричневые яркие деревянные ручки. Смотрится здорово и очень стильно. В этом видеоуроке я подробно показываю и рассказываю, как связать полотно сумочки, где сделать добавление и убавление, в какой последовательности. Вторая половина вяжется точно так же, далее вяжется тем же самым узором донышко и сшиваются все половины. Просто и понятно. На сумочку потребуется всего один моток пряжи и буквально один вечер вашего времени. Размеры готового изделия 30 сантиметров ширина, эффективная глубина 15-16 сантиметров, общая глубина сумки 28 сантиметров. За вами выбор цвета пряжи и фурнитуры. Для моей модели сумочки потребуются круглые ручки. У меня фурнитура из дерева очень красивого натурального цвета. Диаметр круга 14 сантиметров. Также я использую полиэфирный шнур карамель. Это нить 5 миллиметров. В 200 метрах 500 грамм. Цель данного урока поместиться в один моток пряжи. Если изделие нужно большего размера, соответственно, берите нить с запасом. Цвет моего оттенка зеленый чай. Я приготовила набор инструментов. Вязать полотно буду крючком 5 миллиметров. Крючок потоньше потребуется для того, чтобы прятать нить в полотно. Обязательно нужны будут маркеры, для того, чтобы не наделать ошибок по ходу вязания. На каждом этапе я озвучиваю количество петель, рядность и размеры заготовок в сантиметрах. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набирать петли буду вокруг ручки. Подхватываю рабочую нить, прикладываю по лицевой части, фиксирую край начала и провязываю первый столбик. Готово. Далее провожу нитью вокруг крючка, набрасываю от задней части крючка на переднюю и провязываю следующий столбик. Еще раз провожу нитью, набрасываю от задней части крючка на переднюю и фиксирую рабочей нитью. Так набираю 28 петель. Край начала ввязывается в полотно по ручке. Проверяю количество петель, кромочных точек должно быть 28, если вяжете сумочку моего размера. Сейчас устанавливаю маркер в точку начала, для того, чтобы просчитывать ряды каждый раз, рассматривая заготовку с одной стороны. Вот сейчас справа у меня установлен маркер на начало ряда. Далее отцентровываю еще 4 маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую точку вставляю маркер с одной стороны. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую точку вставляю маркер с другой стороны. Готово. Теперь еще 2 маркера. Здесь пропускаю 1, 2, в третью точку вставляю маркер. И здесь то же самое. 1, 2, в третью точку вставляю маркер. Расстояние между фиолетовыми маркерами не будет меняться на протяжении всего вязания. Между этими маркерами у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точек. То есть внимательно следим за вот этим расстоянием. Эти маркеры будут передвигаться. Расскажу по какому принципу. В конце каждого ряда петля подъема. Переворачиваю вязание. Сейчас буду провязывать ряд, вставляя крючок в заднюю полупетлю. Провязываю столбик без накида. Так двигаюсь до первого маркера. Столбиками без накида в заднюю полупетлю кромки. В первом ряду у меня здесь 6 точек.
Следующая точка уже маркирована. В эту точку я провязываю добавление. Один и второй столбик сюда же. Готово. Поворачиваю маркер так, чтобы он не мешал. Здесь у меня еще 2 точки перед следующим маркером. И снова в маркированную точку провязываю добавление. Один столбик и сюда же второй. Готово. Так продолжаю. В маркированные точки провязываю по 2 столбика до конца ряда. Здесь в конце первого ряда также провязываю убавку. Она будет провязываться некоторое количество рядов в конце каждого ряда. Вывожу предпоследний столбик, следом вставляю крючок в последнюю точку, последний столбик и провязываю их вместе. Готово. Теперь петля подъема, переворачиваю вязание, вяжу обратный ряд. Маркеры остаются в тех же точках. Обращаю внимание, так как здесь у меня провязана убавка, по изнаночной стороне вот эту петлю я оставляю не затронутой. Вставляю крючок в заднюю полупетлю текущего ряда и в полупетлю предыдущего ряда. Эта петля была убавлена, ее не трогаю, для того, чтобы не съехало провязывание столбиков. Далее провязываю снова текущий ряд, предыдущий ряд и провязываю столбик без накида. Так двигаюсь до маркированной точки. У меня получилось 1, 2, 3, 4. Сейчас 5 столбик. И дальше маркированная точка. Так как я сделала здесь добавку, вставляю крючок в полупетлю текущего ряда, в предыдущий ряд провязываю столбик. Далее новая петля текущего ряда и та же самая петля предыдущего ряда. Здесь из нее выходит добавление. Поэтому по текущему ряду у меня 2 петли, а предыдущий только 1. Провязываю добавление прошлого ряда. Далее еще 2 столбика, каждый в свою петлю. И снова здесь была добавка в прошлом ряду, поэтому вставляю крючок в текущий, в предыдущий ряд, провязываю столбик, снова текущий и предыдущий ряд, та же самая точка, провязываю столбик. Так завершаю второй ряд, провязывая столбики за 2 полупетли в текущем и предыдущем ряду. Я в конце второго ряда и здесь провязываю последние столбики. У меня остается 2 точки. Здесь точно так же в конце ряда провязываю убавление. Вывожу предпоследний столбик, далее последний столбик и провязываю их вместе. Эти края изделия уходят на нет за счет убавлений в конце каждого ряда. Снова петля подъема, переворачиваю вязание. Вязание сейчас передо мной таким образом, что точка начала находится слева. Каждый раз в этом положении я меняю расположение маркеров. Переношу сначала центральные, они у меня фиолетового цвета. Закрепляю их выше. Здесь из этой точки я перенесла маркер сюда. Далее просчитываю между этими маркерами 8 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, этот маркер переношу в эту точку. Готово. Вот добавление прошлого ряда, ровно над ним у меня левый маркер. Здесь добавление прошлого ряда и над ним у меня правый маркер. Добавки уходят в разные стороны от маркеров. Это расстояние не меняется. Теперь эти маркеры я буду переносить относительно вот этих зафиксированных в точках. Здесь у меня в прошлом ряду было 2 точки. Сейчас переношу на 3 точки. 1, 2, 3. И в четвертую вставляю маркер.
с этой стороны, закрепляю его, проверяю 1, 2, 3 кромочных косы между этими маркерами. И здесь то же самое. 1, 2, 3 точки и следующую маркирую. Эти маркеры будут удаляться от центральных каждый раз на одну петлю. Здесь у меня уже провязана точка подъема. Следующий ряд вяжется точно так же. Полупетля текущего ряда, полупетля предыдущего. Эта петля убавленная в конце ряда, ее я не трогаю. Провязываю столбик без накида. Далее точка за точкой до маркера. По аналогии с прошлой парой рядов, в маркированную точку я провязываю сразу 2 столбика. Делаю добавление. Первый и сюда же второй. Далее у меня в этом ряду 3 точки. И снова добавление. В одну точку провязываю сразу 2 столбика. Так завершаю ряд. Я в конце текущего ряда и не забываю провязать убавление. Первый столбик, следом второй, провязываю их вместе. Петля подъема. Переворачиваю вязание. Сейчас у меня обратный ряд, а это значит маркеры я оставляю там, где они стоят. Здесь провязываю первый столбик, игнорирую первую точку, которая была убавлена в конце ряда. И двигаюсь до маркированной точки. Напоминаю, в обратном ряду я не провязываю добавления, а просто провязываю столбики в уже сделанные добавки. Вот основание имеет у меня одну полупетлю, а над этим основанием 2 полупетли. Вот сначала провязываю одну отдельным столбиком, потом другую в это же основание вторым столбиком. Готово. Так завершаю обратный ряд. В конце обратного ряда точно так же убавление. Первая петля, вторая, провязываю их вместе. Петля подъема, переворачиваю. Следующий ряд прямой. Маркер начала слева, поэтому переношу маркеры. Первый маркер переношу по центральной части слева на точку, в которую он был вставлен. Вот она точка, сюда. Теперь просчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этот маркер переношу в эту точку. Готово. В прошлом ряду между этими боковыми маркерами было по 3 точки, значит в этом будет 4. 1, 2, 3, 4. Вот в пятую вставляю маркер. Здесь то же самое. 1, 2, 3, 4. В пятую вставляю маркер. Готово. Так еще навязываю несколько рядов. Туда-обратно, туда-обратно. Не забываю сделать в конце каждого ряда убавление. Я закончила очередной ряд. Обращаю ваше внимание, сейчас у меня маркер начала рядов находится слева. Просчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Здесь маркеры были вставлены через 7 точек. Я переношу маркеры, соответственно, начинаю с центральных, как и ранее, сюда. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, сюда. Здесь между маркерами уже 8 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В девятую переношу маркер с этой стороны
И то же самое делаю с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9 переношу маркер. С этого ряда я буду делать больше убавлений по краям. Если в каждом ряду в конце ряда я делала убавку, то с этого момента я делаю убавление и в начале ряда. Следующим образом: вставляю крючок в первую точку, здесь убавленная в прошлом ряду пропускается, вывожу петлю, следующая точка, вывожу петлю. Эти две петли в начале ряда провязываю вместе. Далее вяжу, как и прежде, в маркированных точках делаю добавление. Снова в конце ряда последние две петли провязываются вместе. Петля подъема. И в начале теперь уже каждого ряда тоже две петли провязываются вместе. Первая и следом вторая вместе. Здесь закругление пойдет более стремительно. Вяжу обратный ряд и навязываю еще несколько рядов по этому же самому принципу. Маркеры переставляю как прежде, но и в конце, и в начале ряда делаю убавление. Я провязала несколько рядов, делая убавки и в начале, и в конце ряда. И здесь получаю стремительное закругление с одной и с другой стороны. У меня сейчас маркер начала слева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прямых рядов. Переношу маркеры центральной части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь и здесь. А маркеры боковых частей я больше не трогаю. Добавление здесь и здесь делать больше не буду. Все остается как есть. Продолжаю делать убавки и в конце, и в начале ряда. И навязываю еще несколько рядов, делая добавки только по центральной части. Убавка начала ряда, одна петля, вторая, провязываю их вместе. За счет отсутствия здесь добавлений и здесь более стремительных убавок, этот край просто скруглится и сойдет на нет. Продолжаю ряд за рядом еще несколько рядов, прямые и обратные. У меня окончание очередного ряда. Не забываю сделать убавление, провязав 2 петли вместе, петля подъема, переворачиваю полотно. Что я сейчас имею? У меня маркер начала слева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пар рядов провязано. Центральные маркеры больше переставлять не буду. Здесь сейчас в начале ряда делаю убавление, провязываю 2 петли вместе. И далее точка в точку двигаюсь сюда, не делая добавок. То есть маркеры не переставила, добавление делать не буду. Это завершающий ряд. Здесь в конце завершающего ряда точно так же провязываю 2 петли вместе. Немного укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью и делаю соединение со следующей точкой. Вставляю крючок на точку вперед, увожу укороченную нить туда, а далее возвращаю в исходную точку. Здесь можно спрятать нить по изнанке. Вот так сейчас пол детали сумки у меня готова. Точно так же вяжу вторую деталь. Она у меня уже связана. Они полностью совпадают, так как связаны по одному принципу, по размеру. Итоговый размер детали: ширина 28 сантиметров, эффективная глубина сумочки
15 сантиметров. Сейчас откладываю детали в сторону и принимаюсь за вязание центральной части. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить, первая петля. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Одна петля уходит на петлю подъема, переворачиваю вязание в заднюю полупетлю, вторую от крючка, вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Далее еще один столбик, третий и четвертый столбик. Ширина детали будет 4 столбика в ряд. Петля подъема, край начала опускаю в полотно. Здесь буду подхватывать полупетлю текущего ряда и полупетлю предыдущего ряда. Провязывать столбик. Готово. Снова полупетля текущего, полупетля предыдущего ряда. Провязываю столбик. Получается плотное донышко. Узор вязания точно такой же, как при вязании основного полотна. И последняя, четвертая точка ряда. Провязываю столбик. Готово. Далее петля подъема. Переворачиваю вязание и снова полупетля текущего, полупетля предыдущего ряда. Так навязываю необходимое количество рядов. У меня провязано 43 пары рядов. Это соответствует 52 сантиметрам. Деталь полностью вписывается в боковую часть изделия. Я вот примеряю сейчас, куда у меня вошьется деталь, и маркирую эти точки. Они должны быть равно удалены от ручки с этой стороны, и соответственно эта же самая точка с этой стороны. Здесь можно просчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6 в седьмой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в седьмой. Все полностью вписывается. Точно так же маркирую и по другой детали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соответственно по противоположной стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готово. Сейчас беру одну из половин, размещаю ее так, чтобы вот этот бортик был на изнанке. Поворачиваю сумку, чтобы край начала был справа. Здесь прикладываю стык в стык здесь, вставляю в маркированную точку крючок, подхватываю петлю и увожу туда. Прячу рабочую нить на изнанку и поочередно вставляю с одной стороны и по детали дна. Подхватываю рабочую нить, протягиваю соединительное. Далее точка за точкой. По полотну сумки по донышку. И прохожусь соединительными. Так до этого маркера. Здесь у меня остаются последние стежки. Удаляю маркер, подхватываю с одной, с другой стороны соединительное. И последняя точка. Здесь стараюсь ввести крючок в угловую точку, чтобы не было ступеньки. Соединительное. Теперь мне нужно перейти на противоположную сторону. Здесь прохожусь соединительными по краю.
Готово. И точно так же в угловую точку. Прикладываю деталь тоже ступенькой ко внутренней части, так как здесь при сшивании я подхватываю обе дужки кромочной косы, и в эту угловую часть идеально садится донышко. Удаляю маркер, в эту точку вставляю крючок и вывожу петлю. Продолжаю шов соединительными точно так же, как и по противоположной стороне, прокалывая сначала лицевую часть сумки, потом донышко. Снова лицевая часть по донышку и продолжаю такие же стежки. Удаляю маркер и завершаю шов. Здесь для симметрии я точно так же прохожусь соединительными, чтобы завершить круг. Готово. Подкорачиваю нить и делаю незаметное соединение. Вытягиваю ее полностью в следующую точку и увожу в исходную точку на изнанку. Сумочка получилась вместительная и компактная, прекрасно держит форму за счет плотного узора. Итоговые размеры изделия: ширина 30 сантиметров, эффективная глубина 15 сантиметров, общая высота изделия 28-29 сантиметров, ширина дна 4-5 сантиметров. На сумочку ушел ровно моток пряжи. Можно сделать изделие побольше и поменьше в зависимости от вашего запроса. Здорово будет смотреться с плечевым ремнем. У меня в работе изделие большего размера. Чтобы увеличить сумочку, просто нужно добавить количество петель по клиньям. Либо в центральный клин 1-2 петли, либо попарно в боковые клинья. Здесь, соответственно, здесь и соответственно здесь. То есть можно сумку увеличить вплоть до 1 петли, добавив только по центру, на ваше усмотрение. Прекрасно впишется в любой образ, вяжется легко и просто. Подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, все необходимые ссылки находятся в описании под этим роликом. Всем пока!